Слова заставляли людей содрогаться, и именно их боялись публиковать. Мессинг не раз утверждал, что ему открыта тайна загробного мира. Его откровения основывались не только на мистических видениях, но и на личном опыте. Он рассказывал, что несколько раз находился на грани жизни и смерти, переживая моменты, когда его сознание выходило за пределы тела. Именно тогда он увидел нечто, что навсегда изменило его представление о смерти. Кто же такой Вольф Мессинг? Вольф Григорьевич Мессинг — имя, окутанное тайнами и легендами. Человек, обладавший невероятными способностями, которые даже спустя десятилетия после его смерти вызывают жаркие споры. Кто он? Талантливый гипнотизер, чья сила заключалась в умении управлять человеческим сознанием, или истинный пророк, который действительно видел будущее? Как ему удавалось угадывать судьбы людей, читать мысли и выходить за пределы человеческого понимания? Родился он в 1899 году в еврейской семье на территории Российской империи, в местечке Гора Кальвария, которая сейчас принадлежит Польше. С самого детства Вольф выделялся среди сверстников необычайной чувствительностью и умением предугадывать события. Однако тогда никто не мог и представить, каким мощным окажется его дар. Детство мальчика прошло в бедности. Родители, будучи глубоко религиозными людьми, надеялись, что их сын станет раввином. Сам Вольф не проявлял интереса к духовной карьере. Все изменилось, когда в возрасте 11 лет он пережил странный случай, который навсегда перевернул его жизнь. Однажды, находясь в глубокой задумчивости, он вдруг ощутил странное состояние, как будто его сознание вышло за пределы привычного мира. В этот момент он впервые понял, что способен видеть вещи, которые другим недоступны. Говорят, что первое его видение произошло в момент тяжелого сна, близкого к летаргии. Он видел события, которые должны были произойти, но еще не случились. Когда он рассказал об этом взрослым, его подняли на смех, но спустя несколько дней предсказанные события стали реальностью. Это стало для него подтверждением, что он отличается от других людей. В раннем возрасте он обнаружил, что может воздействовать на людей одной только силой мысли. Он научился внушать им свои желания, заставлять выполнять определенные действия и даже изменять их воспоминания. Способности сделали его уникальным. Его талант не мог остаться незамеченным. Несмотря на бедность семьи, родители отправили его учиться в религиозную школу. Однако это было не его предназначение. В возрасте 12 лет он сбежал из дома, отправившись в Берлин. Денег у него не было, и он оказался в тяжелом положении ни пищи, ни крова. Дошло до того, что он терял сознание от голода. Именно в этот момент, когда его тело оказалось на грани смерти, он испытал необычное явление. Он утверждал, что услышал некий голос, который велел ему сосредоточиться на своем дыхании и мысленно отдавать команду телу выжить. Он подчинился этому голосу, и вскоре его состояние улучшилось. Это событие стало поворотным моментом в его жизни. Он осознал, что может не только управлять сознанием других, но и контролировать процессы внутри собственного организма. Это привело его к интересу к гипнозу и самоубеждению. В Берлине ему удалось найти работу в цирке, где он демонстрировал свои способности. Он читал мысли зрителей, предсказывал их действия, а также показывал чудеса внушения. Тогда-то он и попал в поле зрения знаменитых ученых, таких как Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. Слухи о юном феномене быстро разлетелись. Вскоре его способности стали предметом научных исследований. Великие умы того времени пытались объяснить его феномен, но никто не смог дать точного ответа. Однажды он провел эксперимент с Зигмундом Фрейдом, который дал ему сложное задание — пройти в дом Альберта Эйнштейна, достать скрипку, сыграть на ней, а затем передать ее хозяину. Мессинг выполнил все до мельчайших деталей, хотя никогда раньше не бывал в доме знаменитого физика.
Некоторые ученые пытались объяснить его способности развитой интуицией, но даже самые скептически настроенные исследователи признавали, что перед ними человек с уникальным даром. Со временем сам Мессинг начал понимать, что его дар связан не только с чтением мыслей, но и с чем-то гораздо большим, с возможностью видеть будущее. С началом Второй мировой войны он был вынужден покинуть Европу. Ему пришлось спасаться от преследования нацистов, которые охотились за ним из-за его еврейского происхождения. Ему удалось бежать в СССР, где его способности привлекли внимание Иосифа Сталина. Советский Союз в те годы нуждался в любых способах влияния на людей, и Сталин, будучи прагматиком, не мог пройти мимо столь уникального человека. В одной из историй говорится, что Мессинг доказал свою силу, проведя эксперимент по приказу Сталина. Ему дали задание войти в здание Кремля, не имея при себе пропусков. Он вошел без единой проверки, просто внушив охранникам, что у него есть все необходимые документы. Этот случай произвел впечатление на вождя, и Мессинг стал пользоваться определенной защитой со стороны власти. Однако, несмотря на покровительство, его жизнь в СССР не была легкой. Он находился под постоянным контролем НКВД, его выступления жестко цензурировались, а многие его слова и предсказания были засекречены. Среди множества его предсказаний есть несколько, которые вошли в историю. Одно из самых известных пророчества о гибели Адольфа Гитлера. Еще в 1937 году он публично заявил, что Третий Рейх падет, если Германия нападет на Советский Союз. После этого его объявили врагом нацистской Германии, а за его голову была назначена огромная награда. Также ходят слухи, что он предсказал дату смерти Иосифа Сталина. Якобы он говорил, что тот не переживет март 1953 года. И действительно, в этом году вождь умер. Но самое загадочное предсказание, о котором предпочитали не распространяться, касалось не войн и политиков, а самой природы жизни и смерти. Вольф Мессинг утверждал, что видел то, что находится по ту сторону существования, и знал, что происходит с человеком после смерти. Что Мессинг знал о жизни после смерти? Мессинг не раз утверждал, что ему открыта тайна загробного мира. Он говорил, что смерть — это не конец, а переход в другое состояние, где сознание продолжает свое существование. По его словам, человеческая душа не исчезает, а перемещается в иной слой реальности, где время и пространство работают по другим законам. Его откровения основывались не только на мистических видениях, но и на личном опыте. Он рассказывал, что несколько раз находился на грани жизни и смерти, переживая моменты, когда его сознание выходило за пределы тела. Именно тогда он увидел нечто, что навсегда изменило его представление о смерти. Мессинг утверждал, что во время своих трансов и глубоких медитаций он проникал в иные реальности, которые обычный человек не в силах осознать. По его словам, мир после смерти не является пустотой или окончанием пути. Он видел странные сияющие фигуры, напоминающие энергетические сущности, которые будто бы общались с ним без слов. Их послания были понятны на интуитивном уровне, словно знание, переданное напрямую в сознание, минуя речь. Однажды, пережив клиническую смерть, он рассказал, что ощутил себя вне физического тела. Он видел свое безжизненное тело со стороны, а затем оказался в пространстве, наполненном теплым светом. Там не было ни времени, ни привычных физических законов, лишь ощущение спокойствия, но при этом мощного потока информации. Он говорил, что в тот момент ему открылся смысл жизни и смерти, но объяснить это обычными словами невозможно. Это знание находилось за гранью человеческого восприятия. Кроме того, он утверждал, что встречал там души умерших людей. Среди них были как незнакомые ему сущности, так и те, кого он знал при жизни. Он описывал их как осознанные формы энергии, которые продолжают свой путь, но уже в другом измерении. По его словам, жизнь после смерти — это не финальная точка,
а один из этапов существования души, которая переходит в новое состояние, очищаясь от земных привязанностей. Несмотря на свою сдержанность, в узком кругу доверенных людей он делился невероятными фактами. Одним из самых шокирующих его утверждений было то, что у каждого человека есть определенная миссия, но осознать ее удается далеко не всем. Он говорил, что если человек завершает свою задачу на Земле, его душа спокойно переходит в другое измерение, но если цель не достигнута, он может вернуться в другой форме. Ученики и знакомые вспоминали, что он не раз упоминал о том, что некоторые люди способны осознавать свои прошлые жизни. По его мнению, те, кто испытывает ощущение дежавю или необычную связь с определенными местами, на самом деле вспоминают фрагменты своего предыдущего опыта. Мессинг также рассказывал о тонком мире, который окружает людей, но остается незамеченным большинством. Он говорил, что во сне люди иногда могут заглядывать в этот мир, но лишь единицы способны осознанно туда проникать. Он упоминал, что души умерших могут давать знаки живым, и если быть внимательным, можно научиться воспринимать эти послания. Особенно его рассказы поражали тех, кто был склонен к материалистическим взглядам. Многие не верили в загробную жизнь, но после бесед с ним начинали сомневаться в привычных представлениях о реальности. Он умел объяснять сложные вещи так, что даже скептики начинали задумываться. При жизни Мессинга его рассказы о загробном мире и жизни после смерти были крайне неудобны для советской власти. В СССР официально отрицалось существование чего-либо за пределами материального мира, а все разговоры о мистике, душах и реинкарнации считались ненаучными и вредными. Его публичные выступления подвергались жесткой цензуре. Если он говорил о своих видениях, эти фрагменты либо вырезали, либо запрещали распространять. Властям не было выгодно, чтобы люди задумывались о таких вопросах, ведь вера в загробный мир могла ослабить контроль над сознанием масс. Есть свидетельства, что сотрудники НКВД пытались вынудить его замолчать. Его вызывали на допросы, угрожали, требовали не распространяться о загробной жизни. Возможно, именно поэтому в последние годы жизни он стал более сдержан в своих высказываниях, хотя в узком кругу продолжал говорить о своих видениях. После его смерти многие его записи исчезли. Некоторые исследователи считают, что документы, в которых он подробно описывал свои откровения, были изъяты и засекречены. До сих пор ходят слухи, что в архивах спецслужб могут храниться его личные дневники, где описаны шокирующие подробности того, что он видел за гранью жизни и смерти. Но несмотря на все попытки скрыть его слова, память о них осталась. Истории, рассказанные им, передавались из уст в уста, а его ученики и последователи старались донести его знания до нового поколения. Возможно, именно поэтому, даже спустя десятилетия, интерес к его откровениям только растет. Вольф Мессинг не только рассказывал о жизни после смерти, но и пытался предупредить людей о будущем. Он говорил о глобальных катастрофах, изменениях в сознании человечества и грядущих испытаниях. Какие его пророчества уже сбылись и что еще ждет наш мир? Какие же тайны он пытался донести до людей? Одним из главных посланий Мессинга было утверждение, что мир движется к эпохе больших перемен. Он говорил, что человечество переживет переломный момент, после которого люди либо осознают свою истинную природу, либо погрузятся в хаос. По его словам, будущее не предопределено полностью, оно меняется в зависимости от выбора каждого человека. Он утверждал, что ключ к выживанию цивилизации лежит в духовном пробуждении. По его словам, на Земле наступит время, когда люди начнут видеть мир иначе, исчезнет слепая вера в материальное, и человечество осознает свою связь с тонкими мирами. Однако, прежде чем это произойдет, планета пройдет через сложный период, глобальные кризисы, природные катастрофы и конфликты будут проверять человечество на прочность. Одна из его самых таинственных речей касалась грядущих войн.
Он говорил, что в будущем мир окажется на грани тотального разрушения, но судьба людей будет зависеть от их способности изменить свое мышление. Если человечество не научится контролировать свою жадность, агрессию и страх, это приведет к катастрофическим последствиям. Почему его слова актуальны даже сейчас? Многие из его предсказаний, сделанных десятилетия назад, удивительно точно описывают события нашего времени. Предупреждал о климатических изменениях, нарастающем расколе между странами, экономических кризисах и даже о росте влияния технологий на сознание людей. В одном из своих выступлений он сказал, что наступит эпоха, когда человечество станет слишком зависимым от технологий. Он предупреждал, что если люди перестанут развивать свои духовные и умственные способности, их сознание окажется под угрозой. По его словам, человек будущего рискует превратиться в простого носителя информации, потеряв способность к глубинному осознанию реальности. Также он говорил о том, что многие религии изменятся или полностью исчезнут. Он утверждал, что человечество постепенно придет к единой системе знаний, которая объединит научные открытия и духовные истины. Но перед этим мир ждет столкновение старого и нового мировоззрений, которое может привести к конфликтам. Мессинг также говорил о грядущем всплеске интереса к паранормальным явлениям. По его словам, люди начнут осознавать, что границы между мирами размыты, и появятся новые доказательства существования загробной жизни. Он предсказывал, что в будущем ученые смогут изучить тонкие измерения и даже установить контакт с иными формами существования. Самое загадочное в предсказаниях Мессинга — это его утверждение о том, что мир мертвых и мир живых связаны сильнее, чем нам кажется. Он говорил, что в будущем люди смогут не только чувствовать присутствие ушедших, но и получать от них информацию. Он утверждал, что появятся технологии, которые позволят фиксировать проявление тонких энергий, и тогда ученые признают, что сознание не исчезает после смерти. Он говорил, что загробный мир — это не абстракция, а реальность, которая существует параллельно нашему миру. И в какой-то момент человечество найдет способ взаимодействовать с ней. Мессинг также предсказывал, что в будущем человечество научится управлять своей энергетикой. Говорил, что у каждого человека есть скрытые способности, которые позволят ему общаться без слов, видеть будущее и даже путешествовать вне физического тела. Он утверждал, что для этого людям нужно будет изменить свое сознание, научиться управлять своими эмоциями, избавиться от страха и развить интуицию. Одним из его самых таинственных предсказаний было утверждение, что когда человечество достигнет определенного уровня развития, время перестанет существовать в привычном понимании. Он говорил, что будущее и прошлое находятся рядом, и что люди смогут осознанно перемещаться в разные временные точки. По его словам, время — это всего лишь иллюзия, созданная нашим разумом. Но предупреждал он и о другом. Если человечество не осознает важность своего развития, его ждет жестокий период разрушения. Он говорил, что Земля сама очистится от людей, которые разрушительно воздействуют на нее. Природа начнет стирать последствия человеческой деятельности, и если люди не изменятся, их цивилизация может исчезнуть. Его слова звучали как предупреждение, но также как надежда. Он утверждал, что у человечества есть шанс изменить свою судьбу. Главное понять, что реальность не ограничивается только материальным миром, и научиться чувствовать больше, чем мы привыкли видеть глазами.